Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Рыболовные сети и рыболовные мережи». Начнем с предисловия, как обычно. Начнем с предисловия. Попрошу зрителей, старых, скажем, и новых, которые вновь прибыли, культурно общаться на канале. Культурно общаться на канале. Не следует, скажем, оскорблять зрителей, не следует как-то в мой адрес что-то непосредственно, какие-то выражения, уж тем более нецензурную речь. Кто будет так выражаться, я сразу буду блокировать. Разбираться мы не будем. Как говорится, есть 1000 людей и есть 1000 мнений, Вы можете оставить комментарии как положительные, так и отрицательные. Пожалуйста, никто вам это делать не запрещает. Но если вы оставляете отрицательные, отрицательные какие-то моменты, вы для начала продумайте текстовку более правильную, скажем, более грамотную, а потом уж напишите. Кому что-то там не нравится, но никто вас не задерживает на данном канале. В интернете, в ютубе полно информации. Пожалуйста, смотрите, учитесь, познавайте там. Скажем, я с удовольствием поучусь каким-то моментам, как говорится, век живи, век учись, я спокойно приму информацию, поучусь каким-то грамотным моментам, интересным моментам. Так вы мне покажите их, а то кидать какие-то дешевые реплики, как я люблю выражаться, это в пользу для бедных, оставьте вы их при себе, свои реплики и свое мнение, скажем так. Значит, продолжим. Сегодня будем рассматривать непосредственно сад на рамовой рыболовной сети. Вот тут один небольшой комментарий оставил Константин Сидорович, по свое мнение, по более грамотности высказывания своих мыслей, скажем так. Хорошо, я рад, что он более грамотный человек, против ничего не имею. Но есть такие моменты, есть в разных районах, допустим, России, в разных районах России непосредственно, допустим, тут нет разницы, зависимости, какой сад на сети. Будете ловить вы крупную рыбу, толстую рыбу, или некрупную и тощую рыбу, это насадовое значение 1 к 2 или 1 к 3 не имеет никакого отношения. Скажем, если рыба тощая, ее изменяет ячейность этой сети. Подбирает ячею, которая необходима, или подбирает категорию тех сетей, которые будут ловить эту рыбу. Как я уже и объяснял, что не каждый вид сетей, нет такой сети, специфической сети. Есть сети, ловят одну породу рыбу, другую не ловят. Есть, ловят наоборот, то есть породу ловят хорошо, одну, допустим, выборочно, к примеру, рамовая сеть. Но невозможно какую-то поймать другую породу рыбу в рамовую сеть, то необходимо делать жаберные сети. Есть также моменты в разных районах, где, допустим, в одних районах лучше ловят капроновые сети рыболовные, а лесковые вообще не ловят. А есть районы наоборот, ловят лесковые сети, а капроновые сети не ловят вообще. Или также, что использование, допустим, по нагрузке, есть скрученная леска, она выдерживает очень сильную нагрузку, не может поймать довольно-таки крупную рыбу, но используют, допустим, более толстую монолеску, они сети грубее, но предпочитают рыболовы лучше их. Разные моменты, абсолютно разные моменты. Также не везде используется эта скрученная леска, потому что
Бывает, что много забивает грязи, и промежду скрутками попадает грязь, потом долго вычищают эти сети. И в этом случае не используют скрученную леску, а используют монолеску. Она более толстая и более грубее. Это что касаемо. В разных районах все по-разному. И применение материалов, там, выбора сетей. Ну, это надо познакомиться, скажем, с местными больше рыболовами, которые не первый год рыбачат. Да? Они, может, вам подскажут какие-то моменты. Они подскажут вам моменты. Относительно, тут зритель тоже, Налим Карпович, да, при разъяснении сада на рамовой рыболовной сети высказал свое мнение, что у него сети, использование сети лучше 1-2,5. Да, так я же не претендую. Хорошо, когда вы подобрали для своего района те сети с садовым значением, которые неплохо у вас ловят рыбу. Это же хорошо. Да, это просто хорошо, да, вы используете их, вам нравится. Ну, я же без претензий, пожалуйста. Даже без претензий, чего бы то либо не было. Вас это устраивает, так и хорошо. Я за вас просто рад. Хорошо, рассмотрим непосредственно рамовая рыболовная сеть. Ну, еще момент. Мы больше как бы видео слушаем, да. Там, скажем, писать маркером, там, кучу листов исписать. Вы послушали, какую-то информацию приняли для себя на слух, да. Если кому-то необходимо написать, ну, вы взяли там ручку, записали, слова там, все всем понятно. Мне удобно так, чем чирикать маркером, да. Рамовая рыболовная сеть. Рамовая рыболовная сеть. Мы будем с вами готовить. Еще отвечу на один вопрос. Да? Существуют, да, есть как бы там ролики, видео, как некоторые люди, специалисты, там, скажем, делают косорамные рыболовные сети. Да? Одна из подразновидностей рамовых рыболовных сетей. Но, скажем, я говорю не свое мнение, не от себя, да, не от себя. В большей степени там большое обращение рыболовов, да, но эти сети не проявили как-то себя, эффективности не проявили, скажем так. Почему зависит? Ну, разные факторы, разные районы, все говорят на это, отвечают вопрос по-разному. Но им больше нравятся стандартные рамы, скажем, метр на метр рамовой сети. Такая посадка сети их больше устраивает и больше им нравится. Свою там косорамную сеть я делал последнее время, где-то лет 8 назад. Лет 8 назад. И больше у меня заказов-то на них даже не было. Но если кому-то интересно, эта косорамная сеть, и соберется аудитория, которая будет необходим этот момент, ну да, я сяду, разберу с вами косорамную рыболовную сеть. Но я повторяю, что рыболовы, которые годами рыбачат, да, они уже отказались от этого момента, но не используют их просто. Да, они есть в природе, да, пожалуйста, люди рыбачат, кому-то нравится, опять же, я говорю, да, я же не говорю, что это плохо, кому-то это нравится. Мы будем с вами готовить рыболовные сети, рамовые рыболовные сети, все со значением посадки верха или низа. Садовое значение расстояния будет 20 сантиметров. 20 сантиметров от узла до узла. 20 сантиметров. Первый момент. Это удобно. Это удобно, да. Раму ставить по длине в 1 метр, это первый момент. Второй момент, это расстояние соответствует, да, меньше путается сеть, это второй момент, скажем. Больше каких-то моментов, ну, скажем, мы не берем, не рассматриваем. Да, кому нравится садить рыболовную сеть, там, скажем,
на огниво брать 25 сантиметров или полметра, да, пожалуйста, я же против-то ничего не имею, от этого суть-то не поменяется, да. Если хорошие поставить там качественные шнуры, там, верха, низа, ну, почему не сделать ее там по 25 сантиметров? Да, конечно, хорошо, если она шнуровая. Но если она на поплавке, да, скажем так, ну, этот поплавок будет западать там везде. Он будет западать, и выставлять ее там плохо будет, да, она путаться будет. Скажем, вот принципиально вся разница. Ну, если взять хороший, там, жесткий шнур по верху, очень хороший жесткий шнур, то, конечно, и верх не будет западать. Но это уже ценовая политика, скажем, ценовой вопрос будет просто дороже. Будем рассматривать 20 сантиметров. Рамовые сети бывают с садом, бывают и существуют. Сад. Значит, первый вопрос. Это сад. Сад бывает 1 к 2. 1 к 2. Второй момент. Сад бывает и существует 1 к 2,5. Также сад, я же говорю, средние значения, я даю средние величины. Средние величины 1 к 3. Больше как бы для среднего рыболовства нет необходимости. Есть, делают сад еще на сетях. В некоторых районах просят и используют, чтобы им посадили сети 1 к 4. Есть даже сад 1 к 4. Но, я еще раз повторюсь, но нет необходимости, то есть, эту информацией владеть. 1 к 2. Садовое расстояние 20 сантиметров. Еще один такой вопрос. Рамовую сеть. Она выглядит вот так. Рамовая сеть. Да, схематично. Окна расположены вот так. К примеру, там 3 окна. 3 окна. Опять же, это, скажем, мнение, скажем, большинства рыболовов. Первый момент, что рамовая сеть, если даже делается она невысокой по высоте, к примеру, 1 метр, высота, к примеру, 1 метр. Если рыболовная сеть даже высотой 1 метр, то лучше ее разбить на 3 кармана. 3 кармана. 2 кармана более хуже ловит сеть. И карманы получаются здесь непосредственно. Но считается, не мое, еще раз повторю, мнение, карман не задействован, не так эффективно он ловит. Даже с высотой 1 метр лучше разбить рамовую сеть на 3. На 3 клети. Разбить на 3 клети. Соответственно, то есть эти клети, да, взять какое-то свое расстояние. Минимально рамовая сеть, что можно сделать рамовой сети, скажем, это 0,9 метра по высоте. 0,9 по высоте. Также эффективность окон. Самое эффективное окно, это идет метр на метр. Если ее длина и высота составляют 1 метр. Это эффективные рыболовные сети. Хороший подлов рыбы. Это окно, что вот я говорю, что можно сузить, но сузить ее, допустим, если до метра 30 сантиметров или 0,3 метра, да, 0,3 метра, допустим, по высоте, то по длине она все равно остается 1 метр. 1 метр. Эффективность рамовых карманов, да, и окон делать ее мельчить 30 на 30 не надо. Пропадает эффект лова рыбы. Пропадает он. Если кто заказывает, конечно, сеть и хочет он там ее, скажем, 50 на 50, да, так, пожалуйста, ну, как бы подготовим ему эту сеть. Но эффекта он такого не получит. Чем, допустим, от рамы 50 на метр. Это будет более эффективная протяжка полотна. Эффекта там, 50 на 50 получится, ну, меньше, там, в 2 раза. В 2 раза будет меньше. Это для информации.
для информации. А так, кому как удобно, кто как считает для себя более правильным, пожалуйста. Пожалуйста. Я без каких-либо вам доказательств, да, что именно надо делать так. Соответственно, да, и более, скажем, более метра высотой не делается рамовая сеть, не делается. Там окна, допустим, 1,5 на 1,5 не делаются, опять же пропадает все. Метр. Или если вам надо, допустим, высотой, допустим, больше сделать сеть, но не соответствует полотно, да, можно раму сделать, там, разделить ее 80, к примеру, на метр, на 1 метр, да, и сделать там не 3 окна, сделать не 4 окна, или там 5 окон, или сколько необходимо, или сделать там более количество этих окон. Значит, что такое садовое значение? Как я вам уже и сказал, что мы будем готовить с вами на 20 сантиметров. 20 сантиметров. То есть садовое значение 1 к 2. Ну, возьмем, к примеру, да, там пропорцию можно составить. К примеру, на 20 сантиметров, что такое сад? Это 1 к 2, это равный сад полотна. 1 к 2. Допустим, ячея 50 миллиметров. 50 миллиметров. То 1 к 2 вам необходимо сделать набор 4 ячеи. 4 ячеи. Это будет называться сад 1 к 2. 1 к 2,5 ячея 50 миллиметров. Необходимо набрать 5 ячей. Допустим, сад 1 к 3, ячея 50 миллиметров. Необходимо набрать 6 ячей. 6 ячей. Как это, чтобы быстро, понятно, скажем, для понимания, чтобы, допустим, не спрашивать, не было вопросов, дальше вопросов, там, допустим, яча 32, там, к примеру, или яча там 65, как мне это сделать, да? Скажем просто, садовое расстояние 20 сантиметров. Надо набрать такое количество ячей, чтобы получить 1 к 2. То есть, одна грань ячи 50 составляет 5 сантиметров, 4 ячи будет 20 сантиметров. 20 сантиметров. 1 к 2,5 вам необходимо в садовое расстояние 20 сантиметров, 20 сантиметров, какую-то ячею, да, чтобы расстояние их ячейности было 25 сантиметров. 1 к 3 какая-то ячея, чтобы садовое расстояние математических действий было 30 сантиметров. 30 сантиметров. Да, ну, к примеру, еще, это чисто математика, чисто арифметика. Ну, я просто, чтобы было проще для вас. Ячея, допустим, если, к примеру, было, ну, там как удобно, для кого как удобно садить. Ячея, допустим, 40 миллиметров. Ну, тут получится там целая ячейность, да. 20 сантиметров, надо 5 ячей. 5 ячей. И получим 20 сантиметров. Сад будет называться 1 к 2 на 5 ячей. К примеру, ячея 40, чтобы получить 1 к 2,5. Ячея 40. Необходимо вам уже набрать, да, к примеру, 6 ячей, к примеру. Это будет 24 сантиметра. Но можно там 6,5 ячей. То есть можно набирать или 6 ячей, или 6,5 ячей. Да? То есть 6 ячей будет 24 сантиметра. А 6,5 ячей это будет уже непосредственно еще 2 сантиметра. 26. То есть оно или 24, или 26 сантиметров. И сад будет называться 1 к 2,5. Да. 1 к 3. Ячея 40 миллиметров. Да.
Тут необходимо, если быть уже точным, да, точным, чтобы 1 к 3 получить, надо 7,5 ячей делать набор. 7,5 ячей. Но чтобы для простоты, допустим, вам садить, к примеру, да, можно взять целый ячик, к примеру, там 7 ячей или 8 ячей. Если по целым ячеям рассматривать. Сад все равно будет уже считаться 1 к 3. Или 7 ячей полных, или 8 ячей. Чтобы, допустим, не садить по половинке. Вот такие моменты по рамовой рыболовной сети. Как сделать, как подготовить, как посадить. Все, спасибо за внимание.